Несмотря на то, что GameCube обошел российский рынок стороной, нельзя сказать, что он не оставил след в мировой истории видеоигр. И у меня, как у человека, который тащит в дом всю эту пакость, появилось желание приобрести себе его в коллекцию. Сразу же назрело несколько вопросов. А во что на нем играть? Вопрос даже не стоит в том, что я буду играть в него днями и ночами. Во что в принципе-то на нем поиграть? Там игры-то есть вообще? Из этого возникает вопрос, где брать игры. В России консоль официально не продавалась, то есть игры мне придется тащить из-за бугра, либо с eBay, либо с японских аукционов. Так что интересует вопрос, есть ли возможность запуска игр с болванок. Но, учитывая мою нелюбовь к этим дискам, интересует возможность запускать игры с флешек, карт памяти, жестких дисков и других перезаписываемых носителей информации. На эти и другие вопросы я постараюсь ответить в дилогии видеороликов, посвященных этой приставке. Данное видео является не только гайдом по запуску игр, а также содержит всю полезную информацию, если вы захотите приобрести себе его в коллекцию. Вы находитесь на канале Ромы Сетова, и сегодня я буду модифицировать этот GameCube. Начнем с главного вопроса. А во что на этом GameCube можно поиграть? Как и любая консоль от Nintendo, GameCube имеет Titles Mario. Mario Sunshine — это трехмерный платформер, основной фишкой которого является ранец с баллоном воды, который закреплен на спине Марио. С помощью него мы можем преодолевать препятствия, убивать противников, а также решать различные головоломки. Luigi's Mansion Horror, в котором Луиджи попадает в особняк, кишащий привидениями. Для зачистки от нечисти Луиджи использует вакуумный пылесос. В игре присутствуют тонны отсылок на западную культуру, сама игра имеет незаурядный геймплей. На куб выходило целых 3 части The Legend of Zelda. Первая — это Wind Waker, игра с приятной селшейдинговой графикой. Мы плаваем на лодке в открытом океане, находим обитаемые острова, исследуем подземелья и решаем разнообразные квесты. Twilight Princess была выпущена в последние годы жизни Куба. В этой части Линку предстоит снять проклятие двух миров – внешнего и сумеречного. В самом начале игры на Линка накладывается проклятие, из-за чего он становится оборотнем и сможет превращаться в волка. Еще есть часть Zelda Four Swords Adventures, которая скорее направлена на локальный мультиплеер. Для нормальной игры вам понадобится одна копия игры, 1 GameCube, 4 Game Boy Advance, 4 Game Boy Link кабеля и 4 человека, кто на это согласится. Но если вы ярый ненавистник Марио и маскотов Nintendo, даже исключив из игровой библиотеки игры, созданные внутри компании, на Кубе есть во что поиграть. Гонки на футуристичных болидах F-Zero, созданные силами компании Capcom, последний раз выходили на GameCube. До текущего времени эта игра остается последней в серии. Resident Evil 4 изначально создавалась для Куба и уже потом с графическими даунгрейдами добралась до PS2. Первая часть Resident Evil с подтянутой графикой до недавнего переиздания на PlayStation 4 оставалась GameCube эксклюзивом. От сторонних разработчиков были и свои тайтлы, не посетившие другие платформы. Horror Eternal Darkness, Product No. 3, шутер от третьего лица с элементами Bullet Hell, Chibi Robo, ну, говорят, норм, тонны японских ролевых игр. А еще там есть эксклюзивная неномерная часть Metal Gear Solid Twin Snakes. Кстати, вы вообще видели Star Wars Rogue Squadron 2, местный эксклюзив? Как вам графон, а? Эта игра 2001 года выпуска, а выглядит она как одна из ранних игр для платформы Xbox 360. Мультиплатформа также не обходила стороной Куб. На нем выходила оригинальная трилогия Принца Персии, Need for Speed и прочие Call of Duty.
С играми мы разобрались, но прежде чем приступать к модификациям, хотелось бы выделить 5 способов ознакомления с библиотекой GameCube. Первый способ, самый простой, самый адекватный, это эмуляция. Эмулятор Nintendo GameCube EV Dolphin разрабатывается уже более 10 лет, и он имеет невероятную оптимизацию. Настолько хорошую, что может запускать игры даже на топовых Android-смартфонах и планшетах. Помимо простой настройки и не особой требовательности к железу, эмуляция имеет множество плюсов. Вы можете запускать игры в 4К, вы сможете сохраняться в любой момент времени. Вы сможете заменить модель босса на модель Big Smoke из GTA San Andreas. И множество других плюсов. И это все здорово. Но есть и другая точка зрения. Да фигня какая-то, с этим геймпадом вообще не атмосферно играть получается. Не то, что мы в 90-е играли в СССР в игры. Ну а если вам все-таки хочется играть на реальном железе, то для вас существует второй способ. Для этого вам придется найти старый пердежный кинескопный телевизор, ну например такой. Аутентичный геймпад, карту памяти для сохранений и Nintendo Wii. Да, все верно. Весь секрет в том, что Nintendo Wii обратно совместима с GameCube. Грубо говоря, Wii имеет идентичное, слегка подразогнанное железо. Процессор от IBM и видеопроцессор от ATI работают на схожей архитектуре, из-за чего совместимость практически 100%. Она поддерживает большинство GameCube аксессуаров, оригинальные геймпады, оригинальные карты памяти. Естественно, Wii поддерживает GameCube диски. Ну а если ваша консоль с модифицированной прошивкой, то вы можете запускать образы игр через USB или SD-карту. Для того, чтобы ознакомиться с библиотекой на реальном железе, я считаю, это лучший вариант. Даже сейчас достать Wii несложно, а способ запуска, проще некуда. Но есть и другая точка зрения. Блин, я понимаю, что игры запускаются на реальном железе и все такое. А на самом кубе-то можно поиграть? Можно. Но с каждым последующим способом методы запуска будут становиться все сложнее и сложнее. Для этого я как раз приобрел вот такой GameCube. Это самый дешевый лот, что я смог найти на Авито. Обошелся в 3500 рублей. Помимо небольших сколов, куб имеет нестандартную красную расцветку. Но красных GameCube'ов не существовало. Судя по всему, прошлый владелец решил замаскировать таким способом инородную решетку. А вот что меня ждало внутри? Куб я все же восстановил. По итогу он у меня запустился. Но самописные болванки он не читает, а вместо нормального языка у меня в меню какие-то руны. Для того, чтобы он читал болванки, потребуется мод-чип. Итак, для разбора консоли вам понадобится специальная бита. Такую форму шлепок Nintendo использует еще со времен Super Famicom. В обычных наборах такие биты отсутствуют, так что вам придется заказать их из Китая. Откручиваем 4 болта по периметру. После снимаем верхнюю крышку. Отстегиваем шлейф передней панели. Откручиваем 2 металлические пластины.
На боковой панели отсоединяем коннектор питания, после откручиваем болты, которые держат кулер. Для отсоединения дисковода по периметру необходимо открутить все болты. Радиатор к материнской плате прикручен 6 болтами. Мы не просто так добрались до процессора. Сейчас мы будем менять регион консоли на американский. Японская и американская версия консолей практически полностью идентичны. Более того, в консоль уже загружен американский и японский BIOS. Для того, чтобы изменить регион, нужно просто замкнуть один конфигурационный резистор. Можно просто замкнуть запаяв, ну а я решил замыкать его через переключатель. Его я установил на задней крышке корпуса. На плате необходимо замкнуть левую площадку для резистора, отмеченного как R6, с любым общим контактом. Установка мод-чипа производится согласно фото. Вообще он устанавливается без проводов, но конкретно мой пришел слегка бракованным. Один из контактов был перебит. Поэтому мне пришлось расчистить изоляцию чуть дальше контакта и подпаять провод туда. В любом случае установка не слишком сложная. В большинстве случаев GameCube уже читает болванки, но мой лазер сильно уставший. Придется увеличивать мощность лазера. Для этого на плате дисковода подкручиваем переменный резистор. Номинально допустимое сопротивление 150 Ом, поэтому мы выставим именно такое значение. Отлично, теперь наш GameCube читает болванки. Но, как я и говорил ранее, я не очень люблю диски в качестве носителя информации.
Конкретно мой привод, даже с максимально выкрученной мощностью, работает крайне нестабильно. Конкретно по брендам Куб читает любые диски, главное, чтобы они были не мини-DVD RV. RV он в принципе читать не может, на чем я очень сильно оступился, купив целый комплект таких болванок. Вообще вы можете запускать игры с полноразмерных DVD-R, но в таком случае вам нужно будет либо играть без крышки, либо вандалить корпус. Не, ну я, конечно, тоже не без греха, но это уже слишком. Поэтому мы переходим к следующему методу. В узких кругах продолжительное время разрабатывается утилита-загрузчик Swiss. Она имеет огромный функционал, но и главная возможность для нас, она умеет запускать образы игр с разнообразных носителей, в том числе и с SD-карт. Но на GameCube нет разъемов для SD-карт. Есть. Если вкратце рассказывать историю, то была игра Animal Crossing. В Японии для игры отдельно можно было докупить аксессуар SD Gecko, адаптер со слота для карт памяти на обычную SD-карту. С помощью этого адаптера можно было делать скриншоты из игры. Для сохранения это устройство не использовалось. Такой же функционал имела игра Pokemon Channel и исключительно японская версия. Переходник использовался только для 2 тайтлов, но спустя пару лет энтузиасты изучили внутренности этого адаптера и оказались приятно удивлены. Адаптер оказался пассивным переходником, и его можно собрать вообще без доп. Компонентов. И именно этот способ до сих пор считается самым распространенным методом запуска игр. На моем GameCube я как-то давно делал внутренний SD Gecko адаптер. По сути, это просто контакты, протянутые со второго слота. Руки очень чесались, а переходник на 3 месяца потерял Почта России. Однако сегодня я буду делать не его. Буквально пару месяцев назад вышло долгожданное обновление утилиты Swiss. Из списка нововведений самым приятным пунктом является поддержка второго последовательного порта, к которому, опять же, без всяких проблем можно подпаять карту памяти. По заверениям разработчика, пропускная способность второго сериал порта слегка выше по сравнению с методом SD Gecko. Так что для начала я уберу свои старые поделки. Чтобы вынести разъем на корпус, я решил использовать шлейф от IDE привода. Нам понадобится гребенка из 7 проводов. Чтобы не спаять все вверх ногами, рекомендую отметить первый провод на шлейфе с 2 сторон. Помимо проводов нам понадобится один конденсатор, а еще нужно будет кинуть одну перемычку, но я это сделаю на другом конце. Раз уж мы сунулись внутрь, почему бы не запилить красивую подсветку? Данная идея не нова, конкретно эту я подсмотрел у пользователя Modern Vintage Gamer, ссылка в описании. Для мода нам понадобится 4 светодиода и 4 резистора на 1 кОм. Я решил взять красные, цвет консоли. Чтобы их установить, сперва нужно откусить 4 пластинки.
Через это отверстие будет проходить свет. Ну а дальше все просто. Минусовой контакт паяем в любое удобное место, красный сюда, через резистор. Подпаивать необходимо согласно фото. Помимо подпайки проводов, нам нужно будет установить между третьим и четвертым контактом керамический конденсатор. Еще нужно запаять перемычку между третьим и шестым контактом. Осталась финальная часть. Чтобы это все заработало, необходимо записать программу на диск. Диск будет служить точкой входа в программу. Пока что это единственный доступный способ запуска. Скачиваем последнюю версию программы с GitHub. Прожигать диск я буду с помощью программы ImageBurn. По моему опыту, лучше всего читаются диски, записанные на 4-кратной скорости. В качестве образа выбираем из распакованного архива образ, который находится в папке ISO. В папке находится 3 образа, выбираем образ консоли вашего региона.
Раз уж я основательно взялся за GameCube, то стоит и уделить время картинке. GameCube умеет выводить 4 типа сигнала: композитный, S-Video, RGB и компонентный. Разницу между первыми тремя вы можете видеть на экране. Композит выдает самую замыленную картинку, потому что одновременно через один провод передает сразу информацию о яркости, цветности и синхронизации кадра. Естественно, телевизору необходимо расшифровать такой сигнал, что он всегда делает с большой погрешностью. Следующим по качеству идет S-Video. Он передает сигнал яркости и цветности через отдельные каналы. Видно заметное улучшение четкости. RGB вообще передает информацию через 4 контакта: синий, зеленый, красный и канал синхронизации кадра. Через такой кабель картинка получается вообще без мыла и артефактов. Компонентный и RGB качеством сигнала не отличаются, но GameCube только через компонент может выдавать 480p. Все остальные видеовыходы могут передавать картинку 480i. Но, к сожалению, компонентный кабель стоит дороговато. Китайцы его не подделывают. Там вообще странная тема. Nintendo зачем-то создала цифровой AV-выход, а в этом кабеле внутри находится проприетарный цифроаналоговый преобразователь. О компоненте придется забыть. RGB же работает без преобразователей, но на моей консоли его нет. Разъем с карт был стандартизирован только для Западной Европы, который содержал в себе RGB, S-Video и композит. В Америке такого стандарта не было, но благодаря видеомагнитофонам был распространен S-Video. С Японией вообще отдельная тема, лучше ее не затрагивать, стоит лишь принять во внимание, что японский и американский куб одинаковые. Из таблицы можно узнать, что на американском GameCube присутствует S-Video и отсутствует RGB сигнал. На европейской версии консоли все в точности наоборот. Что ж, придется использовать S-Video. Для демонстрации в сравнении с композитом я сделал пару кадров. Разница более чем очевидна. Теперь наш GameCube запускает игры с SD-карты. Но разве не супер? Ну, не особо. Стоит понимать, что консолью не предусмотрен запуск с этих портов. Их пропускная способность колеблется между 1,2–1,5 мегабайта в секунду, тогда как скорость чтения диска примерно 3 мегабайта в секунду. Из-за этого видеоролики в играх часто тормозят. Но это полбеды. Некоторые игры вообще отказываются запускаться. Так, например, игра 13 от Ubisoft, запущенная через SD-карту, при выборе пункта «Новая игра» перезапускает консоль. Таких игр примерно 10–15%. Так что способ практичен, но не идеален. Если вы заметили, я говорил, что есть 5 способов запуска геймкубовских игр, а описал только 4. Ну, есть еще один способ. Компоненты для этого мода очень дорогие, очень редкие. Сам процесс модификации крайне сложный. Но оно того стоит. Совместимость примерно 99% всей библиотеки. Ролики не тормозят. Игры можно запускать через USB, в том числе и с жестких дисков. И этот способ я продемонстрирую в следующей части. Ну ладно, намекну. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить.